Чтобы сделать 3D из картинки, много ума не надо, таких роликов уже полно. Но в этом уроке я покажу, что делать дальше. Я создам товар для магазина, студийный рендер, игровую маску, которую надену прямо на лицо, помещу 3D-модель на веб-страницу, и мы научимся придумывать анимации не просто в сцене блендера, но и реализовывать их на сайте, вообще без знаний кода. И все это только начало, потому что применений миллион. И я хочу показать, с чего можно начать и как продолжать. А вы уже решите, как это можно использовать. Конечно, для начала, наверное, имеет смысл показать, как создавать вообще 3D, откуда брать идеи. Ну и начинаем, как все нормальные люди, с Pinterest. Ну, куда без него, место-то намоленное. И тут я уже накидал референсов, но давайте посмотрим еще парочку. Вот, например, цвета прикольные. И сразу первый лайфхак. Чем проще форма, тем стабильнее будет результат. Поэтому не лезьте сразу в сложное, лучше начать с того, что точно получится. Закинем все в конфе. И давайте попросим Gemini придумать промпты для похожих картинок, чтобы авторские права не нарушить. Подключаю все изображения. Сгенерируй для меня 10 запросов для генерации различных ваз на 100% белом фоне на основе референсов. Используй цвета и формы с референсов. Каждый вариант с новой строки. Верни только текст запросов. Генерация будет в Nano Banana 2. Готово. Осталось прогнать результат через генератор. И в прошлом уроке я уже показывал, как генерировать картинки оптом, поэтому тут просто запущу workflow. И сразу второй совет. Делайте сразу несколько вариантов, потому что никогда не знаешь, что именно получится. А когда есть выбор, это всегда хорошо. Вот они уже появляются. Кстати, пока генерируется, напишите хотя бы там одним словом в комментариях, чтобы вы напечатали, будь у вас 3D принтер, вазу, маску или, может быть, подставку под телефон, может быть, бюст начальника любимого. Ну, короче, не ленитесь. Все, готово. И в конфе уже есть готовый workflow, который делает 3D из картинки. Называется Хуньюань. Хуньянь – это китайская модель. Она позволяет превратить обычную картинку в 3D. И еще и с текстурой. Причем она умеет работать сразу с несколькими ракурсами, потому что, ну, если модель сложная, мы же не знаем, что находится сзади. Вот поэтому в эту модель использовать удобнее. Так. Можно, конечно, выпендриться и взять какой-нибудь объект хардкорнее, но, как по мне, чем проще, тем лучше. Тем более, наша цель научиться, а не сделать что-то сложное, неподъемное. Так, и, кстати, о ценах. Генерация в 3D, она обходится примерно в 10 раз дороже обычной картинки, так что имейте в виду, что цена ошибки тут тоже довольно высокая, по крайней мере пока, хотя есть варианты дешевле, и позже мы их тоже попробуем. Так, вот и первый результат. Ребра довольно ровные, но, как видно, дно он не выдавил, и теперь это больше похоже на какой-то гимнастический валик. Давайте зайдем в Blender. Так, посмотрим поподробнее. Да, полигонов тут, мягко говоря, дофига. Хотя сама модель довольно ровная. Давайте попробуем выдавить дно. Да, тут, как видно, появляются артефакты. Что можно сделать? Есть такая тема, называется Remesh. Честно говоря, я ни разу им не пользовался. Давайте попробуем Smooth. Ну вот на глаз такой результат меня устраивает. Применяю. Капец. Полигонов стало еще больше. Что делать? Спокойно. Я вам так скажу. Разница между человеком, у которого получается, и тем, у кого не получается, ровно одна. Первый знает следующий шаг. Возвращаемся в Conf.ui
И тут есть такой workflow, называется Smart Topology. Он стоит довольно недешево, 211 кредитов. Это уже как 13 картинок на нано-банана. Прайс, конечно, кусается, но давайте посмотрим, что он выдаст. Так, готово. Отличий пока не вижу. Вижу только, что материал куда-то делся. Так, давайте зальем его в блендер. О, ну тут все четко. Не знаю, конечно, подойдет он для 3D-печати, но тут я уже как минимум могу дно выдавить. А это уже показатель, в отличие от двух других вариантов. Ну, хотя, на самом деле, побеждает всегда тот, который под вашу задачу больше подходит. Так, все, товар готов. Давайте двигаться дальше. Вообще, для магазина нужен баннер. И логика подсказывает. Ну, сгенерирую картинку, делов-то. А вот и нет. У нас же урок про 3D. И тем более у меня уже есть настоящая 3D-модель, и почему бы ее не использовать? Так давайте сделаем это. Вы, наверное, уже видели кучу рилсов на тему, что вот Claude умеет работать с блендером по MCP. Это вообще геймченджер. Короче, открою вам секрет небольшой. По MCP подключается не только Claude. MCP – это, по сути, переводчик. То есть он позволяет блендеру понимать запросы и команды, которые пишет нейросеть. Собственно, давайте сделаем это, например, через кодекс. У него и лимитов гораздо меньше, и работает он тоже довольно неплохо. Так. Подключись к Blender по MCP и помоги создать сцену. В сцене один объект – это ваза Retopology 0001. Собери из этого продуктовый кадр уровня студийной фотографии по референсу из вложения. Давайте сразу найдем референс. Так, ну вот этот. Поставь вазу на белую матовую поверхность. Позади бесшовная циклорама. Цвет теплый белый. Цвет трехточная схема. Основной мягкий. Area Light слева. Заполняющий послабее справа. Контровой сверху, сзади для отделения от фона. Тень от вазы мягкая, уходит вправо. Материал вазы яркий, желтый пластик и шероховатая поверхность, неоднородная, без блеска. Камера 85 мм. Уровень чуть выше вазы. Render Cycles. 128 Samples. Сделай тестовый рендер. Если будет сливаться с фоном, сам поправь свет и пересними. Так, давайте посмотрим. Циклорама. Вижу камера. Источники света. Он даже снимок сделал. В чате показал. Ну, с этим уже можно работать. Давайте напишем еще один запрос. Поставь камеру на 30% выше. И верхние 30% кадра должны быть пустые. Поменяй фон, циклораму на шершавую темную, почти черную, графитового цвета, чтобы объект сильнее выделялся. Так, и еще сейчас у тебя свет, что находится за объектом, находится и за циклорамой. Давай исправим это, чтобы получился финальный продуктовый кадр. Так, пока генерируется, посмотрю, что он там натворил с материалами. О, прикольно. Циклорам поменял. Так, тут есть и color ramp, и noise texture, и bump. Все по-взрослому. Мне теперь это, конечно, не очень нравится. Скорее всего, виновата текстура сзади. Так, блик. Но кайф в том, что я могу не генерировать заново, а доработать. Давайте чуть-чуть поправим. По сути, конечно, тут можно и запрос написать, но меня все устраивает. Просто хочется немного контраста навалить.
И давайте отрендерим. Теперь я могу закинуть рендер обратно в кодекс. Добавь в этот рендер, используя генерацию изображения, 3 белых тюльпана. Так, и вот у нас получился готовый товар для магазина. То есть вот у нас есть 3D-модель, есть картинка для карточки товара. Ну, еще можно сгенерировать какие-то подписи, и все. Можно покорять Wildberries и Озон. И это всего лишь один из вариантов применения. Но на самом деле их миллион. То есть это игры, AR, мебель, веб-приложения и ограничения. Тут это только ваша фантазия. Поэтому давайте усложним задачу и сделаем игровой asset. Я не буду генерировать всякие мечи, сундуки, потому что их и так делают все, кому не лень. И уроков на эту тему на YouTube уже дофига. Я сделаю кибермаску. А почему именно маску, вы сейчас поймете. У меня промпт уже готов. Я не буду по второму кругу показывать, как я Pinterest лайкаю, там, генерирую в нано-банане. Лучше расскажу правило номер 3. Маски формы сложная, поэтому лучше сразу сделать еще один ракурс, чтобы модель не угадывала, что там сзади, что там сбоку. Так, вот напишу. Вид сбоку, профиль маски. Или даже вид ровно сбоку в профиль. Кстати, как я уже сказал, Хуньянь позволяет использовать сразу до 4 ракурсов. Давайте подключим, запустим. Ну и в целом получилось довольно неплохо. Обратите внимание, какая форма сложная. Тем не менее, есть определенные косяки. И кто-то бы сказал, и так сойдет. Но не на этом канале. Поэтому правило номер 4 записывайте. Под лежачую модель вода не течет. Давайте попробуем другую. Тут вот есть модель Трипа. Она и вдвое дешевле, и быстрее. И смотрите, так, вот она принимает всего один ракурс. И справилась она гораздо лучше. Хотя я подозреваю, дело вот в чем. Мы сгенерировали боковой ракурс, и там часть деталей все-таки съехала из-за того, что появились небольшие отличия, получились и небольшие конфликты. А тут вот получилось хорошо, потому что конфликтовать не с чем. Ну, по-моему, вообще круто. Ну и давайте не будем заниматься ретопологией. Мы уже знаем, как это делать. А, как и обещал, придумаем что-нибудь поинтереснее. Давайте померим эту маску. Я, когда готовил этот урок, подумал, можно, например, ее взять и одеть на какого-нибудь персонажа с Counter-Strike. Ну или с какой-то другой игры. Но это надо модель скачивать. Поэтому давайте пойдем путем попроще. Я просто взял и навайп-кодил приложение, где ее можно протестировать. Так, вот, добавляю видео с собой. Как вы видите, приложение сразу считывает все точки на лице. И добавляю маску с Хуньяня. Она сразу подтягивается. Ну и мне остается только подкрутить масштаб, ракурс, положение. И давайте сразу трипа попробуем. Маска изначально развернута. Но это не беда. Настроек полно. Я даже прикрутил функционал с ключами, чтобы маска на контрольных точках видео не съезжала. Ну, короче, идею вы поняли. Погнали дальше. А дальше интереснее. Помните, я обещал магазину сайт? Так вот, сейчас соберем это все вообще без Conf.ui. Сейчас вообще все говорят, что вот вайп-кодинг повсюду, рилсов дофига, мол, дизайнеры, разработчики, 3D-креаторы, все на выход. Ну так давайте проверим, кто тут лишний. Я создал MCP сервер в Blender, смотри порт 9876. Мне необходимо, чтобы ты создал 10 шейпов простеньких ваз, как на референсах, 10 штук. Используй те же цвета и материалы, что на референсах, чтобы это было 10 готовых продуктов, ваз для цветов. Ваза должна быть полноценная, чтобы в дальнейшем можно было использовать их для презентации в качестве WebGL ассетов. Так, добавлю референсы.
Нужно ли что-то экспортировать? Окей. Ну, по-моему, довольно неплохо. Я вот тут вот цвет немного поредактирую. Этот дубликат вообще можно удалить. Ну и давайте попробуем собрать сайт. Теперь у тебя есть 9 готовых 3D-фигур. Одну я уже отбраковал, и это ваза для цветов в моем блендер-файле. Сцена уже финальная, со встроенными материалами, цветами, формами и освещением. Поэтому внешний вид ваз нужно сохранить максимально точно. Сделать для них одностраничный полноэкранный лендинг, презентацию без вертикального скролла, где основная навигация работает как горизонтальный цикличный слайдер вправо и влево. То есть вазы должны двигаться по круговой оси с объемным эффектом, как Coverflow у Apple, где центральный объект находится ближе к пользователю, а остальные плавно уходят назад и в стороны. При клике на центральную вазу она должна увеличиваться примерно процентов на 5, после чего пользователь должен иметь возможность ее вращать в любой оси, чтобы рассмотреть со всех сторон. Для каждой вазы придумай короткое название в стиле Икеи, ну там 5-6 букв, а также рядом с ней добавь текстовый блок. Там будет название, цена, придумай 3-4 преимущества, основанные на ее форме, цвете, материалы, ну и общем образе. Эм, Для каждой вазы также добавь спокойную, но не слишком плоскую визуальную кнопку «Купить». Пока не нужно делать для нее функционал. И я бы хотел, чтобы весь сайт был выполнен при помощи шрифта Martian Mono в тонком и нежирном начертании. И общий стиль такой современный, минималистичный, аккуратный, чтобы не сильно отвлекал от просмотра 3D-объектов. И основной акцент оставался на вазах. Поехали. Ну, слушайте, я понимаю, что вайп-кодингом сейчас никого не удивишь. Это как камерой в телефоне хвастаться. Но за 2 запроса мы собрали коллекцию вас и сделали сайт. И тут все, как я хотел. То есть все вращается, все работает. И то есть, будь запрос посложнее, и я дал бы больше референсов, думаю, получилось бы раза в 3-4 круче. Тем более, что вазы можно доработать там или заменить. А что потом? Это было всего лишь 2 запроса. За 3-4, то есть можно уже первые продажи делать. Ладно, это все тема другого урока. А теперь давайте усложним еще больше. И вот тут я скажу честно. При подготовке этого урока именно этот кусок у меня разваливался раза 4, а то и 5. То есть я его и на миллион запросов дробил, и документацию к нему писал, и порядок запросов тасовал, и пробовал 3D-модели сам рисовать. Но нифига не выходило, я уже было руки опустил, но тут недавно вышел Fable. Так давайте вместе попробуем еще разок, так сказать, без лишних ожиданий, прямо под запись все-таки Fable. Опять геймченджер, пусть получится, что получится. Так. У тебя есть доступ к блендеру по MCP. Давай сделаем стилизованный город в изометрии в стиле Blueprint Illustration. Референсы я приложу во вложении. И идея такая, чтобы я бы хотел, чтобы ты сделал небольшой город. Достаточно того, чтобы там было примерно от 3 до 5 домов и какая-то дорога. Она может быть, например, крестом. Нужен небольшой мини-парк. По городу должны быть раскиданы деревья. Соответственно, они должны быть на тротуаре. И по дороге должны ехать 2 машинки. Это должны быть максимально простые объекты, максимально реалистичные пропорции. Камера должна быть изометрическая, и это должно быть больше похоже на город. Там могут быть фонари. И затем я бы хотел иметь возможность добавить туда анимацию, чтобы машинки ездили. Сейчас этого делать не надо будет. Постарайся по цветам и материалам быть максимально близко к референсам. Город тоже должен быть похож на референсы. И давай сначала создадим эту небольшую сцену, похожую на реальную в изометрии блендере, а затем мы будем пробовать перенести ее на веб-страницу. Так, приложу референсы. Поехали. Так, дорога, материалы, домики, машинки. Вот это реально круто. То есть он реально понял референсы. А раньше, когда я пытался это сделать, деревья вот росли прямо из дороги. То есть и фонари смотрели не на дорогу, а хрен пойми куда. У дома какая-то деталь рандомно была повернута, там то ли крыша, то ли лестница. А тут прям реально готовая сцена. То есть мало того, что она готовая, так тут еще все логично размещено. И даже разметка на дороге есть. Круто. Ладно. Для каждой машинки нарисуй свой follow pass, чтобы я видел то, как они будут ехать. В дальнейшем мы будем это использовать для анимации, чтобы машинки могли с какой-то периодичностью проезжать по дороге в нашем веб-приложении. Этот follow pass не должно быть видно в дальнейшем, когда мы будем переносить это в HTML. Но я тут хочу убедиться, что ты правильно построил маршрут и машины, поэтому добавь эти follow pass на карту для каждого автомобиля, и изначально машинки должны быть за пределами городка. Так, теперь маршрут движения тоже есть, и машинки тоже стоят как надо. Теперь я бы хотел, чтобы ты взял эту сцену и создал для меня одностраничный лендинг, в котором было бы видно этот 3D-город. Еще я бы не хотел иметь возможность его поворачивать, но за пределами города должно быть просто белое пространство.
По сути, попробуй построить камеру, чтобы сцена выглядела максимально эффектно под углом 45 градусов и сверху. Ну или как-то так, чтобы город было видно в изометрии. Все цвета и размер объекта должны оставаться теми же. Не надо рисовывать пас car 1 и 2, но используй его в качестве маршрута для двух машинок. Помимо этого, с машинки следует заложить следующую логику. В тот момент, когда одна машинка приближается к другой, они не должны пересекаться. Одна не должна переезжать другую или врезаться. Одна машинка должна замедлять свое движение и останавливаться, если она уже близко ко второй, чтобы дать проехать. Логика как при реальном движении транспорта. Если в процессе выполнения возникнут какие-то вопросы, то задавай, я буду на них отвечать. Описал как мог. Так, ну вот, это уже сайт. Надпись, конечно, он зря здесь добавил, но стиль мне очень нравится. Такая чертежная иллюстрация. Если честно, я даже в блендере такую делать не умею. Ну, я знаю, что там это как через какой-то скетчевый рендер. Надо стиль настраивать, а тут все получилось автоматически. Ну и даже немного обидно. То есть я 2 недели и так и сяк пытался, и собирал, матерился, а тут раз и все нарисовалось. Ну, конечно, один косяк тут все-таки есть. Машинки пропускают друг друга и вот не едут дальше. Давайте это поправим. Сцена работает, но проблема в том, что машинки, когда приближаются друг к другу, они обе останавливаются. И видим в сцене изначально одновременно. Нужно это исправить так, что одна машинка все-таки проезжает, и потом вторая продолжает движение после того, как другая проехала. Ну, как правило помехи справа, например. Машинки должны появляться за пределами сцены спустя какое-то время, каждые 20 секунд, и рандомно ехать. Ну и анимация должна быть зацеплена. То есть одна машинка проехала маршрут и пропала за пределами города. Через 50 секунд она опять появилась и проехала, и потом опять пропала. Также я бы хотел, чтобы я мог кликнуть на любой из домиков, и камера бы немного приблизилась к этому домику, процентов на 10 от текущего состояния. И этот домик должен быть заанимирован, так что после клика он должен как бы приподняться. На нем еще, кстати, есть объекты, окон или кондиционеров, или что-то там еще. Все, что относится к домику, должно немного приподняться, и так немножко вверх-вниз должна происходить анимация плавная, прыгающая. И на экране должен справа сверху появиться какой-то текст. Это будет название домика, придумай название, в нем проживает какая-то семья или что там происходит. Ну и должна какая-то кнопка быть типа «Зайти». Так, погнали. Так, давайте посмотрим. Машинки едут. Так, коттедж Ивановых, вилла Петровых. Машинки. Притормаживает. Вот это культура вождения, я понимаю. Короче, все получилось. Все работает. Это анимация 3D прямо на сайте из блендера в действии. Где вы еще такое увидите? Раз уж сегодня такая пруха, все получается. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Это вообще история из жизни. Я делал ремонт, и мне нужен был большой шкаф для одежды. Ну что, я взял рулетку, все промерил, составил чертеж. И рулетка, кстати, тут единственный инструмент за весь сегодняшний урок, которым надо реально уметь пользоваться. У меня есть сцена и доступ к MCP FreeCAD. Нужно сделать подробный технический чертеж и 3D-модель шкафа на основе эскиза, который я пришлю. На чертеже должны быть две версии одного и того же шкафа. Слева шкаф с открытыми дверцами, чтобы были видны внутренние секции, полки, ящики, штанги для одежды. Справа тот же шкаф с закрытыми дверцами. Конструкция шкафа бежевого цвета, дверца из прозрачного стекла в тонком черном алюминиевом профиле. Нужно сохранить общую структуру и размер эскиза. То есть это 4 вертикальные секции по 700 мм, боковые отступы стойки 50 мм, верхние модули 300 мм, основная зона 1300 мм, нижняя зона 700 мм. Ну, также указаны высоты выдвижных ящиков, ты их увидишь на чертеже. Внутри шкафа нужно предусмотреть 6 штанг для одежды, как на эскизе. Выдвижные ящики с ручками профилями, верхние будут push to open. Нужно придумать направляющие для ящиков, петли, либо подходящую систему для открывания дверей, крепления, продумать толщины панели, технические зазоры. Собственно, модель должна быть максимально детализированной и инженерно продуманной, и визуально похожей на эскиз, с понятной конструкцией, материалами, стеклянными фасадами, алюминиевыми профилями и всеми необходимыми элементами для последующей проверки и производства. Окей. Глубина пусть будет 600. Даже спорить со мной не стал, красавчик. Вот на экране, кстати, это FreeCAD. И я вообще первый раз вижу эту программу. То есть я спросил у чата GPT какую-то CAD-программу. И вот он мне что-то дал. Так, корпус, ящики, дверки. Как удачно. По поводу шкафа. Обратите внимание, он даже вот петли добавил. Единственное, конечно, верхние шкафы получились криво, но в остальном все как нужно, по-моему. Вообще, в целом, можно, я думаю, следующим запросом и недостатки поправить. Ну и чертеж там подготовить, и какой-то распил. Ну, то есть, вообще довольно круто. Ну и на этом реально все. Токены пожгли. Давайте подводить итоги. Сегодня мы научились без технических знаний вообще, имея только подписки, делать вазы, делать игровые эссеты, тестировать их, вставлять 3D на веб-страницы, придумывать какую-то логику для анимации,
Ну и создавать чертежи в каких-то профессиональных программах, которые можно потом использовать в быту. При этом всем мы не написали ни строчки кода и не открыли ни одного учебника. Все, что я делал, по сути, это я придумал идею и пытался объяснить ее в чате словами. Если что-то не получается, я рекомендую пробовать написать проще или пробовать доработать в следующем запросе. А если нет нужного инструмента, ну, например, как вот у меня с маской, его можно легко завайп-кодить самому. Все-таки 26-й год на дворе. Надеюсь, что вам было интересно. Делитесь вашими результатами в комментариях. Пишите, что было бы интереснее увидеть или узнать в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока.